Снимаем заднее колесо. Сегодня мы будем менять задние тормозные колодки на автомобиле ВАЗ-2114. А, переход типа сделать? Так, далее нам необходимо выкрутить направляющие. Берем ключик на 12. Чтобы не сорвать грани направляющей, необходимо совершить удар по ключу, чтобы он крутился четко. По второй то же самое. Многие боятся сбивать крышку тормозного барабана, так как она из чугуна, и в принципе правильно делают. Берем два болтика, подбираем радиус, где были закручены направляющие. Точнее, не где были закручены направляющие, а рядом. И вкручиваем туда эти болтики. И поочередно закручиваем эти болты. Далее необходимо снять верхнюю пружину, стягивающую колодки. Следующим действием снимаем металлическую деталь в виде ограничителя. На этом демонтаж не заканчивается. Как видите, каждый из колодок крепится пружиной к металлической пластине. В одной из колодок установлен рычажок троса ручника. Вследствие его нужно будет снять, чтобы установить на новую колодку. Далее необходимо снять пружину, которая находится снизу под колодками. Снимаем маленькие пружины с корпуса колодки, о которых я уже говорил выше. Там крючок рычажка из тросика ручника, и в принципе все. Колодки демонтированы, остается снять только рычажок для ручника, установить на новой колодке, и можно приступить к установке и сборке в обратной последовательности. Теперь вы наблюдаете сборку задней тормозной системы. Не забудьте установить рычажок для тросика ручника. Также не забудьте установить все пружины на место. Установить металлический ограничитель между колодками скажу чуть позже. Вот такой должен получиться результат. Колодочки на месте. Из сложности это натянуть пружинки. Пружинка внизу, пружинка на самих колодках. Самая основная пружина. Ну, в принципе, и все. Также металлическая проставка должна быть длинным углублением назад. Также не забывайте проверять, раз сюда уже залезли, не течет ли цилиндр. Чтобы верно установить обратно крышку, необходимо вкрутить два болтика. Также сразу же посмотрите, чтобы вы попали в направляющие. Там, где резьба, там должно быть заглушено. Смотрите внимательно. А там, где нет резьбы на крышке, должно быть отверстие внутри. И когда вы все попали, направляющие мы сделали, можно смело набивать до конца. Ну и закручивать направляющие.